Всем привет, на связи Василий, и сегодня я расскажу про странных людей на Бали и почему я считаю это место островом заблудших душ. Когда я только собирал информацию по острову, то мне попадались статьи блогеров, где они называли это место сказочным. Рассказывали про какую-то магию, энергетику этого места. А еще в нескольких статьях было о том, что на Бали исполняются мечты. И я, конечно, не очень этому верил, но у меня появилось любопытство. Стало интересно приехать и посмотреть, действительно ли этот остров такой магический, как его описывают блогеры. Мое знакомство началось с Чангу, обычной деревни, тусовочное место, где смешалась европейская культура с азиатской. Но чуда я тут не видел. В Чангу постоянно вечеринки, пьяные европейцы носятся на скутерах по улицам, нарушая всевозможные правила и рискуя своими и чужими жизнями. Следующим местом на очереди был Убуд. Когда пишут про магию Бали, то, как правило, речь идет как раз про Убуд. Это такая деревня в горной местности, окруженная или даже находящаяся в самих джунглях. Кругом высокие деревья, лианы, тропическая растительность и все зелено. И действительно, место просто великолепное. Мне хотелось останавливаться на каждом углу и фотографировать. Здесь очень много мест для занятий йогой, много специализированных магазинчиков по продаже всякого, знаете, такого спиритического барахла. Когда говорят про духовное развитие, всегда подразумевают Убуд. Здесь вся обстановка располагает к этому, как мне кажется. Я провел около недели в Убуде, посетил несколько храмов, достопримечательностей, но магии я тут не обнаружил. Я обнаружил, что Убуд просто перегружен. Тут очень шумно на центральной улице. Настолько мощные пробки, что даже на скутере ты будешь ехать, например, 300 метров 2 часа. Можно сказать, в туристический сезон Убуд просто ломится от людей. Ну что же, я поехал дальше. Следующей точкой была Кута. Это просто злачное место, как один огромный диско-бар. Полно австралийских пьяниц, толпы туристов, проститутки, зазывалы, гопники. Как потонг на Пхукете, ни о какой магии речи тут и не может идти. Я плюнул на эти поиски магии, стал жить себе в хостеле, постоянно общался с приезжающими туристами. И вот что я заметил. Гости, которые останавливались здесь, были очень странные. У каждого есть какие-то проблемы. Либо это люди, у которых все в жизни есть, но чего-то не хватает. Либо люди, которые не могут себя реализовать. Либо люди с депрессией. Шмель. You see? I'm not flower. Мне стало интересно, я спрашиваю у людей и выяснил, что они едут на остров для того, чтобы найти здесь смысл, излечить свои душевные травмы. Позже, обсуждая это со своим другом-психологом, мы пришли к выводу, что этот фильм «Ешь, молись, люби» преподносит остров в таком смысле. И это привлекает огромное количество туристов. Главная героиня приехала на остров, чтобы найти себя. Я даже решил пересмотреть фильм, но не выдержал 20 минут, настолько он плохой. Просто какой-то бредовый фильм, не рекомендую смотреть. А еще часть людей делилась тем, что приехали на Бали, чтобы найти любовь. Бали – это худшее место, чтобы найти любовь, как мне кажется. Развлечения запросто, любовь очень маловероятна. В русских чатах каждый день кто-нибудь давал рекламу нового курса раскрытия души, human design, эзотерических учений. И я понимаю, что клиенты у них есть, раз они постоянно проводят эти мастер-классы и обучающие курсы. Я понял для себя, что у острова создали такую репутацию. Место, которое может решить все твои проблемы. Возможно, блогеры тоже извлекают свою выгоду, завлекая людей на остров. Можете почитать их блоги про волшебство, дикую энергетику. Но когда вы приедете сюда в поисках чуда, вам попытаются продать очередной ретрит или курс по открытию чакр или что-нибудь в этом духе. Я лично против того, чтобы идеализировать Бали. Бали – типичная Азия, здесь много проблем. Хочу сказать, что этот остров – отличное место. Здесь тепло, есть океан, фрукты, вкусная еда и приветливые люди. Но здесь вы не решите свои проблемы, потому что у всех ваших проблем в жизни есть один знаменатель – это вы. Не поменяв себя, проблемы не решатся. И от них нельзя убежать, просто сменив место жизни. Скорее всего, у вас на Бали будет все еще хуже. Поначалу будет казаться, что проблемы ушли, однако они обязательно вернутся и будут наказывать вас с удвоенной силой. Остров необычным делает его природа, рельеф, традиции, истории местных жителей и прекрасная архитектура. Но здесь нет ни магии, ни энергетики, ни чего-то другого особенного.
Не ведитесь на эту романтизацию. И еще я расскажу свою историю вкратце. Почему я, собственно, приехал сюда. У меня никаких особых проблем в жизни нет. Все, что я искал здесь, это океан, теплую погоду, красивую природу. Я нашел это здесь. Для меня Бали просто комфортное место для жизни. Но даже если я не смогу жить здесь, то без проблем уеду во Вьетнам, Таиланд, Филиппины и буду также счастливо жить там. Я считаю, что надо быть счастливым там, где ты живешь сейчас. Если ты несчастлив в том месте, где находишься, переезд не сделает тебя счастливым. Я помню, как поставил себе цель уехать в бесконечное путешествие. И когда моя цель стала воплощаться, мне стало грустно уезжать из родного города. Я даже думал остаться, но это был сентябрь и приближалась осень, поэтому я уехал. Просто устал от череды сезонов, когда ты живешь почти весь год в ожидании 3 месяцев лета. Это и стало основной причиной, почему я путешествую. Но если мне нужно будет вернуться или я не смогу больше путешествовать, то я не разочаруюсь, вернусь домой и буду также счастливо жить. Это все, о чем я хотел тебе сегодня рассказать. Спасибо, что смотрел видео. Поставь лайк, если тебе понравилось видео. Подпишись на канал, если еще этого не сделал. И до новых встреч. Пока.